Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Бывали ли в вашей практике случаи, когда клиент приходит с сильно деформированной ногтевой пластиной? Чаще всего такое можно заметить на больших ногтях. Причины тому – дефицит железа в организме или механические повреждения. Сегодня у нас именно такой случай. Видео выполним восстановление и преображение ногтей. Будет интересно, смотрите видео до конца. Поехали! Выполним осмотр ногтей моей модели. Вижу, что на ногтях множественные пропилы. Она себяшка выполняла маникюр собственноручно в домашних условиях, поэтому такие последствия. Самые большие последствия мы можем увидеть на больших ногтях. Ногтевая пластина вся в неровностях, но это не из-за пропилов, а из-за того, что повреждена ростковая часть ногтя. Если посмотрим на остальные, видим длинную ногтевую пластину, широкую лунулу. А это говорит о том, что мы не можем выполнять глубокий маникюр и сильно давить на эту область. Мне очень хочется помочь сделать эти ногти ровными, красивыми. Будет интересно? Приступим. Не буду отодвигать кутикулу пушером, так как он будет создавать лишнее давление на ногтевую пластину и, возможно, вновь образование неровностей. Сразу перехожу к алмазной насадке «Пламя». Она поможет мне раскрыть кутикулу. У моей модели тонкая, сухая кутикула, поэтому выполним аппаратный маникюр. Ставлю скорость 15-17 тысяч оборотов и в положении форвард прорабатываю левые стороны. Обязательно делаю опору мизинцем рабочей руки. Если не делать упор мизинцем, насадка будет глубоко проникать в ногтевую пластину, оставляя пропилы. Переключаю направление вращения, реверс, та же скорость, обрабатываю правые стороны. Модель мне рассказала, что такие неровности на ее ногтях уже давным-давно. Так, еще раз. Она и сама не поняла. Сама не поняла, блин. Что делать? Моя модель поделилась, что такие неровности на ее пластине уже длительное время, около 4-5 месяцев. И появились они от того, что она очень сильно давила на ростковую зону, выполняя маникюр. Когда я вижу такую широкую луну на ногтевой пластине, никогда не делаю глубокий маникюр. Здесь нет никаких подкутикульных карманов. А покрытие гель-лаком будет не под кутикулу, а в стык. В предыдущем видео была интересная история, я бы сказала, даже щепетильная ситуация. У моей модели была грязь под ногтями. Слава богу, у этой модели ее нету. Но мастера разделились на два лагеря. Одни говорят, что в компетенцию мастера маникюра не входит убирание грязи под ногтями, а другие говорят, что да. Я уже сказала свое мнение по этому поводу, ничего страшного в этом не вижу. Убрать бывают разные ситуации, когда, например, эту грязь невозможно вычистить даже самому клиенту дома, пусть мыльным раствором, щеткой, если это сильные красящие вещества. Пишите в комментариях, что об этом думаете вы, должны ли мы выполнять вычищение этой грязи. Желаю вам чистых ногтей! Перед тем, как приступить к срезу кутикулы, зашлифовать ее шаром, я подпилю свободный край и забафлю поверхность. Ногтевое ложе у модели длинное, поэтому убираю настолько, сколько могу, аккуратно, чтобы не повредить гипонихий.
Для того, чтобы точки вроста не поднимались еще выше, делайте движение пилкой к себе в одну сторону. И, конечно, не совершайте вот таких подкручивающих движений. Остатки предыдущего материала убираю мягкой стороной пилки. На большом ногте бафлю поверхность, конечно, не могу зайти бафиком в углубление. Матируем настолько, насколько это возможно. Для того, чтобы срастить неровности, деформации ногтевой пластине, к сожалению, потребуется не 1 месяц. Все это время не нужно делать маникюр или делать его предельно аккуратно, лишний раз не травмируя ростковую зону. Для среза кутикулы использую алмазный шар диаметром 0,31 с красной насечкой, так как кутикула у клиента тонкая. Выставляю скорость 5-7 тысяч оборотов. Иду в положении форвард, поступательными движениями проворачивая насадку. Приступаем к покрытию, нанесем необходимые подготовительные препараты. Это бескислотный праймер и базовое покрытие тонким слоем. В качестве укрепления будем использовать акригель, потому что он не будет так сильно жечь, например, как база для гель-лака. Помимо этого, ногти у моей модели очень тонкие, и если нанести базу даже с выравниванием, могут пойти отслойки зоны торца. Поэтому укрепим акригелем, так ногти будут прочными и смотреться более ровно. Обезжириваю ногтевую пластину, тщательно убираю пыль. Наношу тонким слоем бескислотный праймер. Не попадаю им на кожу. Наношу базовое покрытие тонким слоем. Выбрала низкокислотную базу, чтобы на таких тонких ногтях она ни в коем случае не дала ожог. Особенно на этом безымянном видно, насколько он красный, значит истонченный. Отправляю в лампу на просушку на 30 секунд. Приступаю к укреплению, ставлю объемный шарик акригеля. Для разравнивания использую специальную жидкость и мою любимую натуральную кисть для акрилового моделирования. Кисточку совсем немного смачиваю, осушаю салфетку и приступаю к распределению материала. Акригель любит, когда его прижимают, а не просто прихлопывают или промазывают. Прижимаю материал в зоне кутикулы, чтобы не было отслоек, на боковые стороны, постепенно вытягивая на себя. Закладываю отсутствующие боковые стенки, как раз те места, где боковой анихолизис. У моей модели он появился вследствие того, что она эти места когда-то ковыряла, находясь в стрессе, и теперь ноготь там отслаивается. Лишний объем материала мы можем снять при помощи апельсиновой палочки. Сразу хочу предупредить, что акригель не любит тонкой выкладки. Нельзя сделать на свободном крае толщину, сходящую на нет, полупрозрачную, обязательно будет скол. Делайте толщину по периметру ногтя около 0,5-0,7 мм. Подбиваю торец и длинными движениями пузиком кисти распределяю материал. Обязательно кладу пальчик на бок и смотрю по архитектуре. Если где-то есть неровность, могу развернуть кисть и доровнять, чтобы мне меньше опиливать. Кстати, те самые бугорки, которые на поверхности ногтя у моей модели, их ни в коем случае нельзя спиливать пилкой. Я знаю, эти многие грешат в домашних условиях и тем самым пропиливая ноготь еще сильнее. Отправляем в лампу на просушку на 1 минуту. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел.
Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Остальные ногти укрепляю по этому же принципу. Указательный имеет короткую пластину, немного донарастим по воздуху. Хорошо отжимаю кисть, не работаю влажной, чтобы не было отслоек по периметру кутикулы. И так просто, без постановки формы, ноготь стал чуть длиннее и преобразился. По итогу слой получается чуть толще, чем укрепление базой. Просушиваем в лампе 1 минуту. Если все равно клиент ощущает жжение, информируйте о том, что его не стоит терпеть. Обезжириваю и опиливаю ногти. Делаем форму мягкий квадрат. Слегка прохожусь по поверхности, выкладка была хорошая, поэтому остается совсем немного заматировать. Забафлю поверхность. На некоторых ногтях образовалась толщина в торце. Ее выпилю при помощи твердосплавной насадки с тонким носиком. Когда выпиливаете, будьте аккуратны, чтобы не повредить кожу, гипонихи под ногтевой пластиной. Благодаря тому, что натуральные ногти выпилены, покрытие не должно отслаиваться. Обезжириваем ногтевую пластину и приступаем к покрытию цветом и дизайну. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. Цвет прокрашиваю не под кутикулу, а в стык к ней. В качестве дизайна выполним стемпинг, мой любимый. Если вы все еще не освоили данную технику, у меня есть очень подробное видео на канале, переходите и смотрите его. Наношу белую лаковую краску, убираю излишки, переношу на штамп и отпечатываем. Когда какой-то элемент находится у меня с краю пластины, я ее переворачиваю для удобства распределения. В стемпинге самое главное — это скорость. Все ногти покрываем глянцевым топом. На тех ногтях, где была деформация, можно сделать небольшое выравнивание, нанеся топ в средний слой и перевернув руку на несколько секунд. Отправляем в лампу на просушку. Для большей четкости подпилю торцы мягкой стороной пилки. Понравилось преображение, узнали новую информацию, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Желаю всем успеха в работе. Пока-пока!